Добрый, добрый день, добрый вечер, доброго времени суток, мои дорогие. С вами я, Амира, и мой канал Амира Таро. Приветствую вас всех у себя на канале. Благодарю вас за донаты, за подарочки, за добрые слова в адрес моего канала. Благодарю вас. И вуаля, на сцену выходит розовая змейка, зеленая и фиолетовая змеечка. И давайте посмотрим карта дня. Что гремит, что стучит, что на пороге стоит. И сама карта выворачивается, карта встречи у кого-то тут. Ну-ка, ну-ка. И не хочет прятаться карта, посмотрите. Кто-то к вам спешит навстречу. У мужчин, соответственно, женщина, у женщин мужчина. Спешит, желает с вами встретиться. Видите, даже в колоду уходить не хочет. Давайте по порядку. Что гремит, что стучит, что на пороге стоит. Те, кто выберет розовую змеечку, что гремит, что стучит, кто на пороге стоит. Те, кто выберет зеленую змеечку, что гремит, что стучит, что на пороге стоит. У фиолетовой змеечки. Так, вот так, чуть-чуть подвину. Так, что такое? Не падать. Так, розовую вперед. Ну, что такое, все полетело тут. Что там ваш мужчина такой, какой-то заполошенный, несется на всех? У кого-то это, или у всех какой-то мужчина, аж тут все падать начало. Давайте спокойствие, только спокойствие, как говорится, да? Что нужно знать? Страх. Ящик Пандоры. Исцеление. Ну, здесь, смотрите, да, здесь страх, целый ящик Пандоры и исцеление. Это, скорее всего, у вашего врага паника. Мы с вами вчера вечерочком забабахали офигенную чисточку, да, и мы снимали очень много. Снимали переклады, снимали старость, снимали наведенные болезни, да. И ставили запрет на последующее колдовство. Очень мощная чистка была. Кто понимает, что там вчера мы делали, тот будет, я так думаю, даже и вы сами могли быть в шоке от тех всех слов, которые были сказаны, и силы. Здесь враг боится, потому что мы открыли целый ящик Пандоры. То есть на вас, как из ящика Пандоры, валились болезни, проблемы, чужая старость, чужая боль, наведенные, скинутые, перекинутые. И сейчас это идет исцеление целого огромного пласта. Карта целительства. Зелененькую чуть-чуть отодвину, чтобы было нам ваш страх в ужасе. Ваш страх, ваш враг в ужасе. Враг в ужасе кто? Враг в ужасе двуручный практик. У двуручного практика шок, паника и кошмар. Здесь какая-то ведьма наводила на вас, скорее всего. Ведьма или ведьмак, который вам стопорил, который делали вам, видите здесь, влюбленный. Сейчас это у вас очищается. В ужасе двуручный практик. Вам блокировала какая-то ведьма-ведьмак, блокировали подсолнух, это печатью. Печать забрать радость. И было все это заякорено, скорее всего, что-то в землю клали, да, и не было у вас возможности встретить свою пару. В ужасе кто? Змеища, которую вы, возможно, тут ценили как друга, как товарища, но это ведьма-ведьмак. Ну, как конкретнее покажите. Свечами делали, отжигали, разочарование снимали, желания ваши будут исполняться, у вас денежки, кто оплату сделал, у вас вообще все великолепно. Здесь двуручный практик, который прячется. Двуручный практик, который работал, может быть, заказывала его, этого двуручного практика на вас могли заказать вот эта парочка, кстати. А кто вам вот эта парочка? У вас феноменально все открывается тут. Кто делал чистку, вы боретесь с этой парой, вы знаете эту пару, вы многократно от нее очищались, но не могли дочиститься. С этой парой у вас развилка. Карты пока не хотят их показывать, потому что они там в шоке, в панике и в ужасе вместе со своим колдуном. Или же эта пара является оба колдунами.
мужчина и женщина в паре, которые колдующие, которые наводили на вас бесконечные парчики. Вы здесь, вы боретесь с этой парой колдунов, вы знаете, о ком я говорю. Здесь не хотят карты говорить о них, для вас это наишикарнейшая чистка. Кто уже ее сделал, понимаете? Они могут быть в паре, и они могут быть оба двуручных. В шоке, в ужасе, потому что вы целый пласт грязи мы вчера подняли. Скинутая старость, переложенные болезни, насланные, скинутые судьбы поганые, там, да, их судьбы ничтожные. У вас наишикарнейшие розовые мои любимицы мои, у вас все снимается, очищается, ваш враг в полном шоке и ахере. Ну, скорее всего, смотрят тоже наш канал. Зелененькая моя любимая также. Что тут у тебя нужно знать? Цепи, оковы, которые вас очень крепко держали, через какое-то зелье, через подливы. Здесь, скорее всего, вам какой-то мужчина все какие-то подливы делает. Может этот быть мужчина вас чем-то опаивает. Здесь и для мальчиков, и для девочек касается. Шикарно у вас все идет. Здесь какой-то мужчина вас как будто в кандалах держал, может быть, даже долгие годы. Здесь вам на кандалы это имеются в виду магические кандалы, да, здесь, скорее всего, удерживали вас. Ну, кого-то, может быть, физически удерживали, но это тоже сейчас мало не покажется никому. То есть подливы были, да, вас могли чем-то опаивать. Вас могли чем-то опаивать, чтобы вы не могли уйти никуда. То есть нужна была рабыня Изаура, это и в прямом, и, как это сказать, переносном смысле. Человек, который будет пахать. Здесь вам были опои, подливы. Здесь ваш мужчина вас держал в узде, чтобы вы никуда не делись. Может быть, а у мальчиков здесь кто будет? Ну, вы от этих людей исцеляетесь. У мальчиков может быть женщина, которой вы долгие годы и понимаете, что никак с ней разорвать связь не можете. И женщина, которая вам приносит очень много боли. Здесь вот так. Здесь были, постоянно вас чем-то поили, постоянно вам что-то подливали в чай, в воду, в напитки. Я не знаю, куда-то. Тут вас обливали, заливали каким-то вообще зельем. Хер его понять, какое зелье. Ритуал сделали, какие-то привидения. Кстати, здесь, знаете, у мужчины могли взять сперму и закопать ее на кладбище. Таким образом, мужчину привязали к привидению. Вот были у нас расклады, когда я вам говорила, берегите свой биоматериал. И это вас держало в клетке мужчину. У женщины могли взять ее биоматериал, кстати. И привязывали, это в землю было закопано. И привязка получилась к мертвому, который жрал вашу... Да, из-за этого вы могли болеть. Да, вы думали, что это кармическая болезнь, но нет. Ну нет, это наведенная была. Через вашу... Здесь через ваш биоматериал конкретно работали. Тот человек, которого вы считали другом, это партнерство. Может быть, это любовная связь, а может быть, даже это партнер, друг, подруга, который очень сильно завидовал тому, что у вас есть. Знаете, здесь может даже, знаете что? Здесь может быть даже женщина, у кого-то вас привязывали через ваш биоматериал, а мужчина женщину привязывал, биоматериал ваш взял, вашу кровь, там, слюну, еще что-то, закопали. Женщина взяла ваш тоже биоматериал, здесь с первого мужчины брали. И тоже закапали, и привязка к мертвяку получилась, то, что мы вчера тоже снимали. Теперь, еще друг, подруга, здесь у вас женщина могла вас привязывать к себе. Был такой случай, коротенечко, быстренько расскажу, когда мне такую херню рассказывали, да, человека я чистила, практика, причем чистила, и не могли найти почему. Долго она искала, в конце концов она ко мне попала, делаю диагностику, на карты ничего не показывает, начинаю ясновидением просматривать. У практика
была подруга, да, ее секретарь, с которым они вместе сидят. Она, ну, то есть они не на расстоянии, в одном помещении сидят, практик принимает людей, а она записывает, да. И вот эта женщина, которая другом якобы ей была, себя смывала с ноги свои мыла и ей в кофе добавляла. И эта женщина любила ее, последний практик отдавал последнее, да, все, что у нее есть этой женщины. А потом практик заболел, потому что она себя смывки делала грязной болезни. Женщина была больная, и она все это даже практику передала. Вот это о чем я сейчас говорю. Здесь могут быть не обязательно любовные у вас связи, могут быть рабочие моменты. Я эту бабу готова была сама, знаете, прибить, когда вот это вот все вылезло. Такие свиньи. У кого-то у вас есть друг, подруга такой, который вам подливает свои смывки болезненные. Понимаете? В чай, в кофе, если вам там наливать, да, давай я тебе там налью, или давай я там... Приходит ваш друг к вам на работу домой и притаскивает напитки какие-то, да, ну, знаете, что уже это все вот. Но я не говорю, что надо всех бояться. Из ревности, что у вас идет дела лучше. У мальчиков может быть такой же друг. Свои смывки вам в какое-то, в кофе, в чай, в водку. Я не знаю, что вы там смотря пьете. Вот это сейчас снимается. Они себя смывки в напиток и вам. А у кого, если партнерство, любовная связь была, ваш биоматериал был привязан, закопан на кладбище, это вам создавало проблемы. Два варианта тут. Сейчас и поставлена защита. Это чистится и поставлена защита. Вас может тошнить, может быть сегодня рвота будет, да, или вчера могла быть рвота. Но тем не менее это чистится. Вот это нужно знать, кто делал чистки, конечно же. Тут получается так для тех, кто чистки делал. Или же вы сами молитвы читаете. Но здесь нужна была специальная помощь. Ту силу нужно было, которую мы вчера делали. Так, фиолетовая моя любимая тоже девочка, мальчик мой. Мои мальчики, девочки мои любимые. Так, через воск вытягивали какого-то злобного духа, который цепляется все время к вам, как княгини. Вы княгиня, вы здесь князь, вы здесь всегда. У меня практики фиолетовые выходите, вы выходите всегда особых кровей. К вам ввязался какой-то злобный дух или же женщина какая-то очень злобная. Но я больше чувствую, что она дух. И что это значит? Что надо знать? Какое-то разрушение вам делали через злобу. Да, она уже не живая, эта женщина. К вам ввязался какой-то постоянно дух, который очень злобный и как-то вас на конфликты выводил. Эта женщина уже не живая. У вас идет исцелительство. Слушайте, тут даже с двух сторон. Хотя это может быть даже и родовая программа, понимаете? Здесь возможно в роду у кого-то было у вас, знаете как, сильные практики, да? Но иногда в роду, когда бабки там колдовали и делали плохие вещи, могло быть как бы, как это сказал, нестабильное состояние. Слушайте, из двух сторон две женщины. Мои дорогие, я бы вам сказала, здесь больше родовая программа почистилась, причем по материнской и отцовской ветке. Здесь женщина умершая, женщины или могли доводить колдовством до сумасшествия. Здесь до сумасшествия женщин ваших доводили. И это была родовая программа. Семья, род, понимаете? Исцеляется семья, род. Здесь по папиной ветке, у бабушки, у кого-то было как сумасшествие. Но это наведенное, я понимаю, да? Потому что люди, князья, княгини, и таким людям делали порчу. Это наведенное, это проклятие было. На любовь, чтобы у женщины никогда не было любви, это наведенное, это не ваше родовое. Какой-то черная кошка была наведенная программа, это еще на ваших бабушек по материнской, отцовской ветке. Слушайте, вы тут вообще шикарно, кто делаете чистку. У вас идет чистка как на сумасшествие, чтобы не было любви. Тут женщин доводили до сумасшествия без любви. Но это еще не только ваша программа. Это еще бабушек. Это даже не мам, это бабушек программы.
Да, древо рода запечатала. А кто ты, черная кошка? Черная кошка являлась кровницей, кровная ведьма. Кровная ведьма. Здесь, если вы, девочки, смотрите, у вас в роду, помимо вас, ведьмочек, есть еще одна ведьма. Ведьма, кровная ведьма, которая запечатывала вас, закрывала вас от любви. И две женщины мертвые стояли с такой же программой. Это все-таки, я бы сказала, что это не только ваша. Бабушка материнская ветка, бабушка отцовская ветка. Потому что мы, вот кто сейчас меня смотрите, мы повторяем бабушкины программы, да? Наши дети повторяют материнские программы, отцовские программы. Наши дети несут программы наших отцов, мы несем программы наших бабушек, разрушительные. Это здесь проклятие было наведено черная кошка, которая была женщина из рода, которая колдовала, делала неправильные вещи. И это доводило до сумасшествия. Вашим, там у бабушки была двоюродная сестра, да, которая колдовала. И у бабушки, если была хорошая любовь, то ее... У бабушек также были заловки, также были свекровки и все прочее. Вот здесь ведьма, той же ведьмой, которая из рода, да, бабушкиных мужчин, да, скорее всего, там, свекрови ваших бабушек накладывали запрет на любовь. Слушайте, а вы по материнской отцовской ветке, ну вот вам очень даже повезло тут. Печать снимается, исцеление идет вашей головы и снимается программа. Здесь, возможно, вам еще один вариант. Возможно, что вам делали порчу на сумасшествие, чтобы вы что? Чтобы вы боялись, чтобы вы не приняли свою силу родовую, чтобы вы не приняли свою родовую силу колдовскую. Но все равно здесь была порча, наведенная на сумасшествие, проклятие на одиночество. Родней. Больше это все-таки бабушкины программы. Вы очень прекрасно сейчас, мои милые, исцеляетесь. Практики мои золотые, дорогие. Вот такое нужно знать. Исцеление идет. Кто делал чисточки, тот исцеляется. А кто не делал чисточки, по-быстренькому один советик. Кто не делал чисточки для этих людей, просто без вариантов. Для этих людей что? Затмение. Ну, немножко закрыто. Кто не делал чистки, говорят, здесь затмение, здесь какие-то есть печати, радости в жизни нету, на вас шабашат. У вас есть предчувствие, что на вас идут постоянные шабаши. Тот, кто не делал чистку, я спрашиваю, хотела что-нибудь вам тут хорошенького сказать. Вы предчувствуете, что на вас постоянно идут воздействия, причем воздействие от пары какой-то, опять же. Вам тут надо делать надо чистку. Ну, я хотела что-нибудь другое вам сказать. Думаю, вдруг вы уже все почистили. Клевер, власть над вами какая-то пытается взять власть, черная вдова или женщина какая-то в черном. Все очень хочет взять власть над вашей удачей, над вашим клевером. Здесь какой-то практик очень сильный и черный практик. Все время пытается по вам, кто не делает чисток, пытается все время по вам, у вас забрать власть над вашей удачей, сначала вашего рода взять. То есть клевер — это удача, дарованная по роду. Женщина-практик пытается взять, это будет в рабочей сфере у вас соперничество, она пытается власть взять над вами в вашей удаче, в ваших деньгах. Да, здесь пытается тут вас клясть, на кладбищах закапывать, но здесь разбитое сердце. Тут делайте чистки, пожалуйста. Хотела бы по-другому сказать, но здесь говорят предупреждения и для практиков, и для простых людей, кто не делает. Там по вам какая-то баба в черном или женщина-практик, которая хочет взять власть над вами, над вашей удачей, дарованной вам по роду. Вот такое предупреждение. Ценю, уважаю и обожаю. Пока-пока, мои дорогие.